Мои дорогие подписчики, всем привет! Буквально 10 дней назад позвонила мне женщина с Европы, лет, наверное, ей 50-55. И, значит, говорит: Виктория, мне ваш номер телефона, вот подруги дали, сказали, что вы хороший человек, что вы все знаете и вы мне сможете помочь. Ну, я всегда рада помочь, говорю, ну давайте, рассказывайте. И вот она говорит: сколько сейчас стоят квартиры в Хургаде? Я говорю, ну, в зависимости от района. Средняя ценовая политика где-то $200. Такие районы, как Шаратон-Мадерас, еще дешевле. Там можно найти за $100. И она говорит: да вы что? А мой друг сказал с Египта, что сейчас квартиры около $1700. Ну, за такие деньги это уже отель. Или где-то там Сахал-Хашиш или Эльгуна, там супер-супер люкс. Она, конечно, расстроилась и давай мне рассказывать эту историю. Кстати, рядышком сидели ее подруги. Значит, 2 года она встречалась с мужчиной, который, в общем, можно сказать, жил за ее счет. Смотрите, господа, все, что есть в нашей жизни, имеет место быть. Другой момент, как вы к этому относитесь. Я знаю здесь одну пару, женщина со Швейцарии и мужчина с Люксора. Женщина где-то 55 лет или 60, очень образованная, интересная, работала в банке раньше. Вот. И мужчина с Люксора где-то лет 45. Вот. То есть они уже встречаются очень много лет. У него есть семья, понятно. Но когда он приезжает к ней, он с ней. Это его женщина. То есть у них договоренность. Он приезжает к ней, она ему платит деньги за это, она помогает его семье. И он, ее мужчина, благодаря ему она испытывает, может быть, последние прекрасные моменты в жизни. Если все чисто и прозрачно, если есть договоренность, почему нет? Почему нет? Все имеет место быть. Главное, чтобы людям было хорошо. Но когда идет ложь, манипуляция, там всякие абьюзивные моменты, это никуда не годится, и это нужно пресекать сразу. И вот, значит, мне эта женщина рассказывала историю, рассказывала, как много подарков она ему накупила, как много фото они делали, куда они только не ездили. Ну, понятно, за чей счет. И продукты, и питание, когда она приезжала в Египет. Но мужчина понял, что вы можете платить. Почему он не может пользоваться, если вы даете? Раз женщина дает, почему бы не брать? Это не касается Египта, это в любом месте вы найдете такое, господа. Я 19 лет жила в Москве, я наблюдала за таким же цирком. Ну, все есть в этой жизни, просто либо оно вам подходит, либо нет. Но поскольку женщина была очень расстроена, понятно, что ей это не подходит. И, значит, я говорю, смотрите. Ей там еще плохо стало, кстати, ей там подружки начали наливать спиртное, она говорит: боже, у меня инфаркт начинается. Но так вот можно умереть от таких моментов. 2 года эта женщина вкладывала в мужчину. Она сюда приезжала, снимала квартиру, платила за еду, покупала ему подарки, он сам себе заказывал даже в интернете. Но если женщина дает, если это для нее нормально, почему мужчине не брать? Конечно же, это противоречит природе, но жизнь полна компромиссов. И если вам это подходит, почему нет? Понятно, за 2 года он ей писал очень много теплых, хороших слов, ласковых, нежных, и повышал ее самооценку, и говорил, какая она прекрасная женщина, и она порхала как бабочка. Знаете, если у вас проблема с самооценкой или вам не хватает теплых, нежных слов, мы можем с вами договориться. Вы мне будете пересылать деньги, а я с утра до вечера, несколько этапов, буду вам писать очень хорошие слова. Я вас изучу для того, чтобы отталкиваться от вашей комплексуальной структуры, и буду вам такие красивые тексты писать, что вы себя почувствуете королевой. Вы мне деньги, а я вам комплименты. Пойдет? Я готова работать так. Значит, поехали. Если вы ищете любовь, то это уже большая ошибка, потому что любовь искать где-то не надо в ком-то. Ее надо выращивать в себе. Вы знаете, мы живем в то время, где очень много прекрасной литературы. Мы живем в то время, где доступная информация, что не было доступно для наших бабушек и для наших мам в то время, когда они росли.
Поэтому сейчас обвинять кого-то не надо, надо требовать от себя, потому что информация доступна, она есть. Она есть в открытом доступе, пользуйтесь. Просто не давайте себе заморачивать мозг и голову чем-то другим. Не надо искать любовь там, где ее не может быть. Манипуляторы, психопаты, нарциссы, они не способны любить. Там нет этих функций. Это глубоко проклятые люди. С ними могут быть в отношениях точно такие же, как они, пустые. Продолжим разговор об этой женщине. И, значит, она меня спрашивает: Виктория, что бы вы посоветовали? Я, значит, ей говорю: блокируйте без выяснения каких-либо отношений. Она говорит: нет, вечером он еще напишет, и я ему все скажу. Я говорю: да, Виктория, не выдам, я все скажу. Я ей поясняю: если вы будете выяснять отношения, он обвинит вас во всем. То есть они так перекручивают все моменты, что вы будете виноваты. Так и случилось. Через 2 дня она мне звонит снова, говорит: Виктория, хочу с вами поговорить, мне плохо. В общем, действительно, он ее обвинил во всем, в чем только можно было. Она, в общем, вообще последняя там дрянь, во всем виновата. В общем, она его не уважает, не любит, не ценит. Ну, в общем, там полный комплект манипулятора. Я ей говорю: я же вам говорила, что он будет действовать именно так-то и так-то. Да. И ей уже плохо, у нее уже чувство вины, ее разрывает на части. В общем, там уже, полная такая боевая атака пошла, как вот они действуют. За это время он полностью изучил всю ее комплексуальную структуру и будет по этим точкам бомбить. И от чувства вины можно прям загнуться, я вам скажу. Еще недавно мне звонила одна женщина, тоже приезжала к мужчине, где-то 2 года или 3 года. Там и жила с его мамой, и ухаживала за ними, готовила ему, и, в общем, все полностью. Почему бы мужчине не пользоваться этим? Вот, если женщина готова отдавать все ресурсы и ничего взамен не просить, кроме как непонятной любви, вернее, подделочной любви, почему бы мужчине не пользоваться? Женщина идет на роль жертвы сама, добровольно. Агрессор – жертва. Все честно. Вы знаете, я думала над этим моментом. Жертвы, они такие же соучастницы преступления. Почему? Потому что жертвы вытягивают ресурсы своей жалостью из других. То есть, если у нее не будет этого агрессора, который ее обижает, обесценивает, там, гнобит ее, как она сможет, что она будет рассказывать людям? У нее не будет темы, о чем говорить с людьми. А эти люди ее сожалели, там держали за руку, гладили по голове: боже, какая ты несчастная, какой он плохой. Нет, она точно такая же соучастница преступления. Не хочет брать на себя ответственность. Это выгодно быть жертвой, понимаете? Поэтому, если вас жертвы вот этого всего затягивают вот в эти разговоры, вот в эту всю херню, извините за выражение, просто не поддавайтесь. Есть литература, есть книги, есть прекрасные видео на канале, непростые видео, есть видео психиатров, серьезных психологов. Информация доступна, только бери, изучай и, пожалуйста, действуй. Я когда работала в Москве, в фитнес-клубе, и там у нас очень много мальчиков было, понятно, и я за ними наблюдала. И вот этим мальчикам нам одни девочки носили борщ, другие винегрет, третьи котлетки, четвертые там что-то еще пекли, в общем, запеканочки разные. Я так смотрела на это все, а потом мы когда пили чай в тренерской, я говорю: как вы это делаете? Они, знаете, что говорят? Техника, Виктория. То есть они изучали вот эти пикаперские приемы. Причем девочки очень симпатичные были, красавицы, интересные. Ну, как бы я их всех видела, наблюдала за этим. А я же у вас вообще наблюдательная. От меня невозможно скрыться, кстати. Вот, то есть эти мужчины изучали технику. Кстати, первую книгу о пикапе написал психопат, потому что там все вот эти приемы психопата. Там гостинг, газлайтинг, висхолдинг, что там еще есть, много всего, вот этих шизофреногенные паттерны, в общем, это все от психопатов. А сколько людей, психопатов,
Вы поинтересуетесь у психологов, сходите, они вам скажут, сколько людей, какая процентность психопатов и нарциссов. И там, социопаты еще, пожалуйста. Точно так же надо бежать, просто не оглядываясь. Есть люди-садисты, им нравится делать больно другим. Они от этого получают кайф. Вы поймите, вы ищете любовь не там. Человек, который относится к себе с любовью, он никогда с другим не поступит хуже, чем он относится к себе. Потому что этого нет в программе мозга, понимаете? А если человек не умеет любить, он получает кайф от другого. Но если вы не садомазо, зачем вам это? Самое плохое в этом, что вы подсаживаетесь таким образом на адреналин. Есть даже такое понятие адреналиновая любовь. Можете тоже забить в Ютубе и прослушать. Прекрасные психологи рассказывают об этом. Многие путают это с любовью. Но, господа, вот представьте, ваш мужчина рос в семье, где мама над ним издевалась, обесценивала, считала его ни за что, никем, не замечала его, игнорировала, наказывала всячески. Как он будет себя вести с вами? Так, как мама или там, не знаю, отец, кто-то в семье, материнская фигура, с которым ребенок был ближе всего. Как вели себя взрослые по отношению к нему, так он будет вести себя по отношению к вам. Эта модель поведения записывается в нейронах. Это головной мозг. Чтобы поменять вот эти нейронные связи, это, знаете, какая работа серьезная? Все возможно, это серьезная работа. Заставьте психопата меняться. Но если он пойдет к психологу, он его обесценит, скажет, что он дурак, что он вообще ничего не знает, и вообще кто он такой. Понимаете? Ой, кофе выпила, буду заканчивать, наверное. Пишите мне, чтобы вам было еще интересно. Пишите, оставляйте комментарии. Кстати, я там еще Telegram начала вести, добавляйтесь туда, мы можем там с вами беседовать, какие-то интересные моменты решать. Так что я под видео обязательно оставлю свой Telegram-канал. Все, буду с вами прощаться, мои дорогие подписчики. Пока-пока.